Здравствуйте, мои дорогие зрительницы, рукодельницы. Меня зовут Елена Ермина. Сегодня я для вас подготовила очередной мастер-класс. Немного повяжем спицами. Хочу с вами поделиться одним из моих любимых способов закрытия ряда. Данный способ я вам уже один раз показывала, но буквально сегодня я стала снимать заключительную часть мастер-класса, и мне пришла в голову замечательная идея, как улучшить вот этот способ и облегчить свою работу, сделать процесс гораздо интереснее и быстрее. Будем закрывать при помощи спиц и крючка. Перед вами лежит готовый проект, который называется «Джемпер спицами». Название проекта «Листья Брунелло». Я сняла для вас очень подробный попетельный бесплатный мастер-класс. У меня на канале. Заходите в раздел «Плейлисты», находите среди разных плейлистов мастер-класс под названием «Листья Брунелло». Здесь уже у меня подготовлено 6 частей мастер-класса. И вот в этом отдельном тематическом листе вы найдете первое видео – это обзор модели. Второе видео мы разбирали принцип вязания узора туда и обратно. В третьей части мастер-класса мы с вами начали вязать, сделали расчеты на все размеры. Перед последний мастер-класс я вам показала, каким образом связать данную модель по кругу, без единого шва, выполнить скос плеча, связать красивый вырез горловины. В общем, данная модель у нас получилась интересная, вяжется просто, легко, без единого шва, и буквально данную модель джемпера можно связать за 2 дня. Чтобы найти все ссылки на все части мастер-класса, вы можете под этим видео, я вам оставлю ссылку на все части мастер-класса. Вот так вот нажимаете галочку, птичку, разворачиваете инфобокс и переходите к описанию всех частей мастер-класса. Также у меня есть каталог бесплатных мастер-классов. Вы можете в этом каталоге выбрать любую модель и связать. А как связать, я вам все показываю и подробно рассказываю. Мастер-классы разработаны специально для начинающих, которые любят вязать крючком и спицами. Но сейчас я вас приглашаю на мастер-класс. Будем с вами закрывать крайний ряд резинки. Такой способ подходит для вязания резинки 1 на 1, 2 на 2. Край получается очень эластичный. Посмотрите, какое у меня маленькое. Здесь закрытая получается вырез горловины. Данная модель у меня связана под горло. Внешне как бы зрительно смотрится, что вырез горловины небольшой, но на самом деле он настолько хорошо растягивается и возвращает свою первоначальную форму. Очень нравится мне такой способ закрытия края. Смотрится аккуратно, красиво и очень практично, потому что таким образом я еще закрываю петли для рукава. Можно связать вот такую узкий манжет, и при этом при помощи такого эластичного края у вас вот этот манжет растягивается, чтобы, допустим, поднять рукава в районе локтя. Как говорится, засучить рукава. Вот такой способ закрытия, очень удобный. И сейчас мы с вами начнем вязать. Приступаем к закрытию петель. Значит, у меня первая петля, которую нужно закрыть, лицевая. Рядом с ней изнаночная. Вот эту изнаночную петлю я переношу с правой спицы на крючок. И вот здесь обращаю ваше внимание, что
перед лицевыми петлями мы делаем накид на себя, перед изнаночными петлями от себя. Сделали накид на крючок на себя, ввожу крючок за заднюю стенку лицевой петли, захватываю рабочую нить на себя. Теперь помогаю левой спицей, подхватываю накид и одну изнаночную петлю. И вот эту петлю лицевую, которую мы провязали при помощи крючка, я переношу через накид и изнаночную. Все, закрыли петли. Далее у нас следующая петля изнаночная. Если у нас изнаночная петля, значит мы накид делаем от себя. Вот таким образом. Ввожу крючок за рабочей нитью. Следующую петлю, так как она у нас изнаночная, провязываем крючком как изнаночную. Переношу накид и следующую петлю на левую спицу, а та петля, которая осталась на крючке, мы ее провязали ранее изнаночной, переношу через 2 петли. Все. Давайте еще раз. Следующая петля лицевая. Когда мы вяжем лицевые петли, у нас накид на себя, то есть сверху получается крючка. Провязываем лицевую петлю при помощи крючка лицевой. На крючке 3 петли. Переносим накид и изнаночную петлю со спицы, то есть крючка на спицу. И через эти 2 петли переснимаем, получается, нашу лицевую петлю. Следующая петля у нас изнаночная. Если изнаночная, тогда мы делаем накид от себя. Вот так вот. Провязываем изнаночную петлю изнаночной. На крючке 3 петли. Переношу вторую и третью петлю на левую спицу. И через эти 2 петли протягиваю провязанную ранее изнаночную. Следующая петля лицевая. Накид на себя. Провязываем эту петлю лицевой. На крючке 3 петли. Через вторую и третью я их снимаю. И через них переносим вот эту петлю, которую мы ранее связали лицевой. Следующая петля изнаночная. Если изнаночная, тогда накид от себя. Провязываем изнаночную петлю изнаночной. Переношу временно вторую и третью петлю на левую спицу. И через эти 2 петли протягиваю изнаночную. Далее у нас лицевая, накид на себя. Провязываем эту петлю лицевой. 3 петли на крючке. Вторую и третью петлю переносим на левую спицу. А ту петлю, которую мы провязали ранее с вами, мы ее переносим через вот эти 2 петли. Вот таким образом. Следующая петля у нас изнаночная, накид от себя. Провязываем эту петлю изнаночной. Вторую и третью переснимаем на левую спицу временно и протягиваем через 2 петли изнаночную петлю.
Следующая петля лицевая, накид на себя, провязываем лицевую лицевой, на крючке 3 петли, переснимаем временно вторую, третью на левую спицу, и вот та петля, которую мы связали лицевой, мы ее протягиваем, протаскиваем через накид и изнаночную петлю. Посмотрите, как мы с вами связали уже много петель. Какой красивый, эластичный и, самое главное, аккуратненький край получается. Таким образом я закрываю петли для рукава, горловину, а также низ изделия. Это мой самый любимый способ. Закрывается просто, быстро, легко. Если у вас нет крючка, тогда давайте вам покажу при помощи спицы, как это делается. Но мне показалось, что крючком быстрее и удобнее. Значит, здесь также накид от себя. Провязываем изнаночную. Протягиваем изнаночную петлю через 2 петли. Все. Принцип такой же. Знаете, почему я решила закрывать спицами и крючком? Потому что при вязании вот на круговых спицах, когда обхват небольшой, объем вязаного полотна, и получается не совсем удобно закрывать, потому что спицы короткие и полотно оно узкое. Не совсем удобно, приходится, как говорится, ну, вот таким способом при помощи крючка гораздо удобнее и быстрее у меня получается, чем спицами. Надеюсь, мой способ вам понравится и вы будете им тоже пользоваться. Спасибо за просмотр видео. Если вам понравился мастер-класс, сохраните у себя его в плейлисте. И также не забудьте поделиться с другими рукодельницами, разместите это видео в своих социальных сетях, сделайте репост. А я с вами не прощаюсь. Встретимся с вами, как всегда. Встречаемся каждый день на моем канале. Я вас всех очень жду. Спасибо, что смотрите все мои видео от начала до конца. Подписывайтесь на канал, ставите класс, лайки, пишите комментарии. С вами была Елена Эрмина. Всем пока-пока. До новых встреч.